Заготовка для новой печки. Вот так выглядит в разобранном пока состоянии. То есть выпилены детали. Сейчас все это будет свариваться. Это будет корпус печки новой. — 20 декабря 2020 года. Утренний старт печки. На улице 0 градусов. Температура водяной рубашки 12,4. Потребление 0. Включаем печечку. По мере нагрева масла, масло нагрелось сейчас до 63 градусов, потребление электроэнергии падает до 100 с небольшим ватт. Чем больше оно нагрето, тем меньше потребление. Печка зажглась. Будем наблюдать, как она горит. Вот сейчас температура масла упала до 58 градусов. Потребление, максимальное потребление 350 ватт. Это у нас работает вентилятор сплит-системы, крутится. Значит, работает у нас маслонасос, открыт клапан воздуха, и еще там работает циркуляционный насос. Вот все эти потребители потребляют не больше 350 ватт. Это максимально, что могут они потреблять, когда они все вместе включены разом. Основной потребитель энергии здесь это, конечно, масляный тен. После запуска печки прошло 5 минут. Значит, температура воды с 13 градусов в рубашке выросла до 34 градусов. Температура в помещении с 8,7 градусов поднялась до 10 градусов. Потребляемая мощность тена немножко упала, 290 ватт. Через 30 минут работы температура воздуха в помещении 19,75, температура теплоносителя 60 градусов. Через 45 минут работы печка нагрела помещение до 24,6 воздух. Температура теплоносителя 71,3 градуса. Значит, печка будет работать до 25 градусов, до пределов 25 градусов. Когда она нагреет это до 25 градусов, вот здесь появится 25, печка просто выключится. Значит, помещение, которое она обогревает, площадь этого помещения составляет 32 квадратных метра при высоте потолков 2,70. Вот, сейчас она нагреется и выключится. Вот сейчас будет выключение. Вот печка выключилась. Значит, с момента старта прошло, сколько у нас прошло? 46 минут примерно. Теплоноситель 72,2, воздух 25. Значит, а стартовали мы, температура теплоносителя была 13 градусов, температура воздуха в помещении была 8,7 градусов. Значит, за 46 минут
она подняла температуру до 25 градусов. С 8,7 до 25 градусов. Дыма нету вообще. С самого начала старта. При затухании дыма также нет. Сегодня 19 января. На улице минус 15. Вот такой появился дымок, когда горит печка. Но такой дымок вот в соседний дом. И из газового котла идет такой же дымок. Газовые котлы же не дымят обычно. А вот когда на улице очень холодно, вот такое можно видеть. Не знаю, что это, пар, наверное. Работа подкачивающего клапана и маслонасоса. Вот он включился, подтянул масло. Вот выключился. Опять включился, подтянул немножко и выключился. Включился, выключился. Отверстия форсунки на дожигателе имеют свойство немножко зарастать сажей. Чтобы почистить эти отверстия, достаточно по форсунке немножко постукать вот таким образом. И вся сажа с отверстий слетает. Этого достаточно для того, чтобы не разбирать печку. Это, повторюсь, сажа на отверстие дожигателя. Сам теплообменник достаточно чистый. Там никакой сажи нет. Такую процедуру я делаю примерно раз в неделю. Может быть, она может и больше работать без такой чистки. Не пробовал. Так, вот о том, что я говорил, как производить чистку постукиванием. Значит, если вот так стукнуть по форсунке, вот так вот это все слетает. И в принципе разборка может и не требоваться. Можно еще разок. Стукаю вот в это место. Можно видеть, что практически все дырочки очистились. Вот старался выкрутить аккуратно, чтобы ничего не сбить пыль, но все равно не удалось. Не поставил я немножко вертикально, и вот из дожигателя высыпалось вот такое количество сажи, такой рыжей. Так, вот так выглядит дожигатель после месяца эксплуатации. Значит, давайте поковыряем. Вот здесь сажа черная, легко отваливается. Дырочки практически не заросли. Вот, в основном рабочая зона, вот здесь основное пламя горит. Здесь, видимо, температура не очень высокая. Вот здесь сажа. Вот когда постукиваю я по горелке, значит, вот эта сажа отваливается. Постукивал я, не знаю, раз 5 за все это время, за весь месяц. И, видимо, сажа стекает, попадает на нижнюю часть трубы. И вот то, что там высыпалось, видно, да? Это, наверное, оно и было. Вот, если я возьму его так стукну,
Но это, вот это не отваливается, но и дырки полностью не заросли. То есть можно вот так поковырять, видно, что оно вот такое вот все. Вот так выглядит дожигатель через месяц эксплуатации. Почти что круглосуточная эксплуатация была. Иногда я ее на ночь выключал, но в основном она работала. Сейчас я вот этот весь пепел вытряхну и посмотрим, сколько его там. Посмотрим, что с форсункой случилось за это время. Будем разбираться. Так, вот такое количество пепла мне удалось собрать со всей горелки. Вот это количество пепла за 24 дня эксплуатации. Пепел у нас вот такой. Это просто такая очень мелкая пыль рассыпается. Вот столько. Очень маленькая горстка, которая поместится в руке. Так, снимаем трубу через 2 месяца эксплуатации. Раз. Два. И сразу заглядываем, что внутри. Насколько она забита. Практически не забита. Видно, не? Да, ну. Ага. Такие дела. Здесь. Здесь все то же самое. Так, вот так котел сейчас выглядит внутри. Напоминаю, 2 месяца непрерывной эксплуатации, ни одной чистки не было. Котел в полностью разобранном состоянии представляет вот такую пустотелую рубашку. Сверху крышка, снизу крышка, внутри вставлен теплообменник. Это алюминиевая батарея обычно. Вот столько нагара тут нагорело такое. Несущественно. Чистка достаточно простой должна быть. Котла. Стенок котла. Вот такой песочек. Никаких коксовых отложений тут нету. Просто вот так вот очищается все. Так, вот такое количество сажи удалось собрать со всего котла. Со стенок котла. Так, вот так выглядит теплообменник. На нем тоже есть налет. Но налет этот вот такой. Просто пыль. Иногда этот налет нужно чистить, видимо. Очищается легко. Вот так выглядит с этой стороны. Видно, что хорошо сгорание вот тут было. Вот здесь немножко плоховато. Но в целом все работает отлично. Это часть со стороны форсунки. Так, чистка теплообменника.
Ну и, наконец, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас уже начало июня 2021 года. И хотелось бы подвести кое-какие итоги по поводу статистики расхода масла, электричества и тому подобного. Значит, у меня в руках есть тот самый листик, который висел на стене. Вот, в нем я э, учитывал, сколько будет расход электричества, масла и тому подобного. Итак, немножко циферок, подведем итоги. Значит, за все время наблюдения печка отработала 103 дня. За эти 103 дня зимних, ну это уже когда было прям уже так достаточно холодно, мы ее запустили в декабре и ну там по какой месяц? Так, она работала с 12 декабря, а наблюдали мы ее до 25 марта. Вот за это время она съела 320 литров. Всего это 103 дня получилось. Так вот, в моем режиме, чтобы отапливать, еще раз повторюсь, помещение 32 квадратных метра с высотой потолков где-то 2,70, не где-то, а 2,70. Вот, мое потребление вышло, если 320 разделить на 103 дня, получится 3,106 литров в сутки. В общем, грубо говоря, 3 литра в сутки. Но это в режиме поддержания. Она горела 24 часа в сутки. И в режиме поддержания она вот съела 3 литра в сутки в среднем. 3 литра в сутки, если разделим мы на 24 часа, это получится 0,129 литров в час. Ну, грубо говоря, 130 грамм в час. Я считаю, это очень хороший результат. Такого результата удалось добиться, вы видели, внутри установлен алюминиевый теплообменник. Это не что иное, как две батареи по 6 секций. Почему алюминиевый? Потому что ну, медный был бы дорогой, стальной, у него теплопроводность не такая, алюминиевый он доступный, относительно недорогой, и он уже готовый, его не нужно делать. Кстати, такого решения с алюминиевым теплообменником я нигде не встречал в интернете. Может быть, если кто-то видел, подскажите, дайте ссылочку, было бы интересно, делал кто-то что-то подобное или нет. Лично я не нашел. Если найдете, напишите, подскажите, где там. Так вот, такого КПД удалось добиться за счет того, что здесь рубашка, помимо самого котла, который является рубашкой, еще внутрь, ну вы видели, вставлена алюминиевая батарея. То есть 12 секций алюминия. Вот. И поэтому получилось вот такой расход. 130 грамм в час, повторюсь. 3 литра в сутки. Если все знают, что при сжигании 1 литра отработанного масла получается, ну, грубо говоря, 10 киловатт тепловой энергии, если мы 3 литра умножим на 10, то получится 31 киловатт тепловой мощности, которую она выдает. Но здесь еще нам нужно учитывать КПД, которая ну, частично-то тепло улетает в трубу. Ну, я прикинул КПД, примерно взял 0,7%. Так вот, среднее потребление для отопления моего шиномонтажа получается 21,7 киловаттов в сутки. Вот. Это фактическое потребление энергии. Если бы я отапливался электричеством, ну, грубо говоря, да, по 7 рублей, если мы 21,7 умножим на 7 рублей и на 103 дня, то электроэнергии я заплатил бы 15 645 рублей. Так, это то, что касается моего использования на мое помещение. Но если печка не выключается вообще, то есть не то, что не выключается, а если работать непрерывно, соответственно, она гораздо больше скушает, ну и гораздо больше может выдать тепловой энергии, ну, соответственно, обогреть помещение. Так вот, если печка не выключается, то в час она съедает 1 литр 224 тысячных в час. Ну, грубо говоря, 1,2 литра в час. Так. Теперь, если мы 1,224 умножим на 24 часа, то за одни сутки она сожрет 29,3 литра. 29,3 литра это 293 киловатта тепловой мощности. Ну, еще можно умножить на КПД.
это там ну, поменьше получится, но, грубо говоря, 200 киловатт в сутки она должна выдавать смело. Это то, что касается, насколько она вообще может греть. Ну, соответственно, при таком расходе она и жрать будет. 29 литров, сколько тут? Я говорю, 29 литров в сутки она может сожрать. В принципе, можно сделать, что она будет и больше еще потреблять. Если в самом шаре сделать два отверстия, то потреблять она сможет гораздо больше, соответственно, выдавать больше. Вот. Что касается потребления электроэнергии, значит, мое фактическое потребление за 103 дня получилось 97 киловатт. 97 киловатт за 103 дня. Если мы 97 разделим на 103, то мы получим 0,941 киловатта в сутки, что равно 39,2 ватта в час. 39,2 ватта в час, это вот у меня лампа дневного освещения, 36 ватт. То есть, грубо говоря, если бы 103 дня вот эта лампочка одна бы горела, то она бы потребила ровно столько же, сколько котел за все время. Повторяюсь, при моих условиях эксплуатации. Значит, за это время я печку чистил 3 раза. Значит, первая чистка произошла через 40 литров, это было через 13 дней. Вторая через 60 литров, это 24 дня. И третья чистка через 80 литров, это 25 дней. Ну вот, по третьей чистке видно, что уже работает она может через 80 литров можно чистить. Можно и больше. Почему такие цифры? Потому что ну, пока это все создавалось, делались определенные настройки. Иногда она коптила, гасила, мы добавляли кислород, убирали, меняли смесь, добивались эффект. Короче, она от этого иногда забивалась раньше, чем нужно. Вот мы вышли на то, что 41 день она смогла отработать вообще без проблем. Кстати, после этого я еще не смотрел, что там, но мы как выключили, так она и есть. Надо будет еще посмотреть, что там. По поводу расхода воздуха. Значит, у меня в монтажке установлен 100-литровый компрессор. И для моих условий компрессор включается 2 раза в час. Значит, давление он накачивает с 6 до 8 атмосфер. То есть, что это получается? 2 раза в час. 100-литровый ресивер с 6 до 8 атмосфер, это 200 литров. Потому что 100 умножить на 2, 200, 2 раза в час, получается 400 литров в час. Повторяюсь, расход для моих условий, для моей печки, расход воздуха 400 литров в час в среднем. Хотелось бы сказать еще несколько слов про безопасность. Как говорит один наш ростовчанин, мы топим за безопасность. Вот. Так вот, печка спроектирована таким образом, что значит, огонь в помещение попасть в принципе никак не может, потому что он везде от помещения отвязан металлом. То есть воздух заходит вот по этой гофре, ну вы видели, попадает в форсунку, потом в дожигатель, в котел, через трубу и на улицу. С помещением никаких возможностей попасть в помещение огню нет. Потому что все везде отвязано металлом. Единственное, видели стеклянная крышка на форсунке. Но даже если ее снять, то ничего страшного не происходит. Просто частично воздух он начинает подтягивать из помещения и все равно туда сдувает в топку. Но это отверстие закрыто стеклом. Стекло это никогда не нагревается до каких-то там температур, потому что воздух холодный заходит все время с улицы. И стекло практически остается всегда холодным, лопнуть не может. Даже если оно лопнет, ничего страшного тоже не произойдет. Вот. В общем, что может случиться с котлом? Допустим, выключат электроэнергию, да? Что в этом случае? Он просто погаснет. Закроются клапана, закроется воздух, подача, все, он погаснет. Кончится масло, то же самое, он погаснет. Не знаю, что может еще случиться. Лопнет какая-то трубка, магистраль. Результат всегда один и тот же. Котел гаснет. В отличие от других, кстати, котлов, там капельницы, бубафоне все знают, сколько было пожаров от этих горелок. Их ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Греться ими можно, конечно,
Но без присмотра оставлять категорически нельзя. Бывает, и я видел, и электроника загоралась в деревянном шкафчике, ребята сделали, погорело там у них. Вот. А здесь все сделано таким образом, чтобы огню вообще не было никаких даже малейших возможностей попасть внутрь помещения. Какие бы адские процессы внутри там не происходили, как бы там пламя не пылало, я не могу придумать вариант, чтобы пламя попало внутрь. Если вы можете, кстати, напишите в комментариях, если кто-то может придумать, что может случиться, чтобы огонь попал, ну, или произошел пожар. Я не знаю, что это должно случиться. Даже если на улице дырку вот эту с клапаном заткнуть, результат опять один и тот же. Печка просто гаснет. Вот. Даже если остановится циркуляционный насос, допустим, ну заклинил или сгорел там, здесь есть датчик по выходной температуре, просто при достижении 85 градусов он просто отключается. То есть не знаю, что должно случиться, чтобы загорелось. Так, еще несколько слов хотелось бы сказать, почему я выбрал именно горелку по системе Бабингтон. То есть тут много плюсов на самом деле. Все знают, что бывают горелки капельного типа, то есть капает масло там в чашку, чашка горит. Бывает, когда масло в какой-то емкости нагревается, горит на поверхности. Бывает так называемая бубофоня. То есть горелок разных много, разных типов. Масло можно по-разному сжигать, но у всех у них есть свои минусы. Вот в горелке Бабингтона тоже есть минус, конечно. Минус в том, что сложно, чтобы горело пламя хорошо. В общем, сложность изготовления, много сложных элементов. Но горелка Бабингтона, она наиболее, как мне кажется, приближена к обычному газовому котлу. То есть ее использование очень похоже на использование газового котла. Ну, единственное, конечно, обслуживание котел масляный требует. То есть иногда все-таки нужно чистить. Вот. А так, это почти что газовый котел. Он обладает розжигом, он гаснет, насос циркуляционный, все у него есть, как у обычного котла. То есть он безопасен, его можно оставлять на ночь. Ну, по крайней мере, я оставляю на ночь. Вот. Есть у нас горелки масляные, которые инжекционного типа, да. То есть что это? Это форсунка, как обычный пульверизатор, она распыляет. Но у нее также есть, есть и плюсы, и минусы. Но минусы у нее в том, что, во-первых, она требовательна к качеству отработки. То есть там не должно попадать никаких песчинок, там какой-то грязи. В моей печке размер фракции, все, что больше 3 мм, может пролезть по масляной магистрали, он прокачает. То есть самое маленькое отверстие здесь 3 мм в диаметре. То есть какой бы там, не знаю, мусор или песок не был, все он это прогонит, либо он сдует в топку, и это сгорит, либо она просто уйдет в обратку и будет циркулировать, пока ее все-таки не сдует в топку. Вот. А вот эти вот инжекционного типа, они, конечно, дюза вот это бывает, забивается частенько. В Бабингтоне дюзы в принципе нет как таковой, и забиться там нечему, не может она. К маслу Бабингтон не требовательный. Плюс форсунка, когда работает, у нее размер частиц капелек, вот этих масла распыленный, размер этих масляных частичек, он где-то около 50, 40-50 микрон. Когда форсунка Бабингтона распыляет, то размер капелек около 10 микрон. В чем разница? В том, что просто качество сжигания. Сжигает, чем меньше капля, тем ей легче сгореть, окислиться и улететь без остатков. То есть в этом тоже такой большой плюс. Ну, остальные горелки там я не сравниваю, которые нужно разжигать самому, там она загорелась и постоянно горит, следить за ней, ну это сложно. Вот. Что касается планов. Значит, в дальнейшем я планирую делать котлы на продажу. Будет это не скоро. Все это сложно. У меня времени, как у всех, не так много, как хотелось бы. На все это нужно время, оборудование специальное. Ну, в общем, много чего надо. Но дело не в том. Вот. Еще несколько слов о том, что вот у меня котел, я его делал по месту, мне он сюда нужен был именно вот такой. Он квадратного сечения, видите?
В этом тоже это скорее ошибка. Котел быть таким не должен. Почему? Потому что здесь есть давление водяного столба, и вот даже не такого небольшого водяного столба в 2 метра, там с небольшим, хватает для того, чтобы вот эту площадь просто раздувало как шар. Здесь варены два такие металлические штифты, которые связывают внутреннюю и наружную стенку. Но все равно можно наблюдать, как вот выдуло прям как пуговица. И это всего 0,2 метра водяной столб, а если будет больше, то ее просто оторвет. В общем, квадратный котел не делайте, это ошибка. Котел должен быть круглым. Мой котел делался сюда квадратным, потому что он только сюда у меня встанет, мне больше некуда поставить. Вообще, на будущее планируется производство круглых котлов. Кому интересно, может быть, подписывайтесь, чтобы не потерять. Когда, если что-то буду я делать на продажу, скорее всего, появится ссылка под этим видео на сайт Авито, где можно будет приобрести. Еще такой момент. Можно ли продать форсунку отдельно от котла? Ну, форсунка отдельно от котла, по идее, работать не должна. Почему? Потому что, опять повторюсь, котел герметичный. И весь воздух и первичный, и вторичный должен проходить через вот эту форсунку. И в обычных котлах, если просто вставить, он снизу не герметичен. Часть воздуха будет поступать снизу, а часть через форсунку. Она будет работать неправильно, и поэтому, наверное, не получится ее использовать с каким-либо другим котлом. Ну, либо если какой-либо другой котел сделать также герметичным, тогда, возможно, все будет работать. Вот. Ну, наверное, на этом все. Спасибо за внимание. Кто дослушал до конца. Всем спасибо.